Друзья, всем привет! Это очередной выпуск на моем канале. Я снимаю из Катара, и мне писали многие: ну расскажи, где ты живешь, как ты живешь, в каком месте, в каком районе, сколько это стоит. И я по просьбе нуждающихся решил снять обзор на отель, в котором я живу. И начнем мы с моего номера. Ну что, здесь такой вот типа блок. Получается 3 номера. Раз, мой 2 и вот третий, соседи. Здесь, кстати, хорошая шумоизоляция. Ничего не слышно. Такой вот небольшой коридор. Вот здесь тут я обувь ставлю. Купил вот такую сушку для одежды. Ну, то есть постирать, допустим, носки, какое-то нижнее белье, очень удобно. Сразу слева здесь ванная комната. Туалет с биде. Здесь, кстати, везде стоит биде практически. Вот ванная. То есть очень все так симпатично, ну и демократично. То есть ничего супер лакшери такого нет. Кран с водой, все как надо. Зеркало, кстати, с подсветкой. Удобно. Зеркало для девушек, для макияжа. Кондиционер, кстати, у нас центральная система кондиционирования. Здесь можно регулировать, ставить, уменьшать температуру, очень удобно. Торшер есть, телевизор есть. Я купил себе такую тостерницу еще, чтобы бутерброды делать по утрам. Есть шкаф с сейфом, кстати. Сейф, здесь моя одежда, холодильничек мини. У меня здесь... Что у меня здесь? Авокадо, лайм, сок, красная рыба, фрукты, молоко. В общем, полезное питание, скажем так. Вот моя кровать такая вот, полуторка. Здесь тоже торшер стоит. То есть вечерком можно включить, почитать, позалипать в телефоне, удобно. Вот стол, можно поработать, покушать. Кофемашина у меня здесь также стоит. С утреца классный кофе себе делаю. Вот с таким вот видом я живу. Там вот басик, мы туда попозже спустимся. Вот сразу вот Персидский залив. Я живу на Вест-Бэе. Он считается, ну, одним из крутых самых. Это типа даунтаун. Здесь все небоскребы, крупные компании находятся. Вот я встаю, получается, просыпаюсь с видом на Персидский залив, вот там еще небоскребы. Номер, не сказать, что он супер большой, но в принципе хватает для жизни. Я уже полгода в нем живу, поэтому уже обжился как-то, уже комфортно. По цене расскажу попозже, сколько стоит это все. Так что досматривайте до конца, самое интересное будет в конце. Вот, ну что, а мы перемещаемся дальше. Вот такой был номер. Надеюсь, все видно здесь. Достаточно симпатичный номер. То есть ничего супер лакшери нет, обычные стены белые. Вот. Ну, зато в центре. Ну что, дальше мы передвигаемся в лифтовую. Сейчас спустимся на 4-й этаж. Это зона релакса, скажем так. Там есть торговый центр небольшой, ну, продуктовый магазин. Также есть бассейн, тренажерный зал. Сейчас все вам покажу. Спускаемся на 4-й этаж. Лифтов, вот минус единственный, мало лифтов здесь. И они идут, получается, одна часть лифтов идет по нечетным этажам, другая часть по четным. Я живу на 24-м, то есть по четным. Иногда приходится долго ждать. Особенно если люди спускаются на 4-й этаж, там, в час молитвы, это же мусульманская страна. И здесь есть, кстати, prayer room, то есть комната молитвы, то есть мечеть такая. Вот, кстати, мечеть. Спустились на 4-й этаж. Здесь есть вот баскетбольная площадка, можно поиграть, что я сейчас, в принципе, и сделаю. Закрыто. Обычно с 10 открывается. Очень уютно здесь, кстати, мило. По вечерам мы выходим сюда выпить каких-нибудь прохладительных напитков. Здесь такие
Деревья стоят, вот, зелень живая, пальмы. Пойдем пройдемся, покажу вам супермаркет небольшой. Если что-то элементарное надо, хлеб или молоко, обычно я сюда спускаюсь и покупаю там продукты. Хай. Здесь большой выбор, кстати, продуктов. Цены здесь выше чуть-чуть, чем в обычном магазине, но не намного. На процентов, наверное, 10-15 выше. Здесь большой ассортимент. Огурчики, например, 8,5 реал, где-то $2 банка стоит. Всякие специи, вот, туалетная бумага, если надо. Все, что необходимо есть. Я как раз возьму что-нибудь прохладительное себе. Тоник возьму, типа Швепса. Всегда обычно беру такой тоник. Здесь молочная продукция есть, всякие колбасы, соки. Все, что надо, в общем, здесь есть. Мороженое. $4, кстати, стоит чуть больше $1. В обычном супермаркете, не при отеле, стоит где-то 3 реала, чуть меньше $1. Здесь есть вот даже боулинг. Я здесь, правда, никогда не был. Здесь пока закрыто, работают они с воскресенья по субботу с 3 до 10. Там ребята чилят, сидят. В общем, здесь все комфортные условия для проживания есть. Досуга, жизни. Также есть здесь футбольная такая небольшая площадка. Вечером здесь много детей играет. Виды шикарные открываются. Небоскребы. Или, кстати, здесь 4 башни. Я живу во второй. Вот можно увидеть вот первая, здесь вот за мной. Там вот вторая, третья и вот там вот 4-я. То есть 4 огромных таких вот здания, башни. Здесь очень много номеров, прям супер большой отель. Есть также тренажерный зал здесь. Вот я небольшой обзор сделал. И также здесь есть еще офигенно, что здесь это есть. Здесь есть сауна. После тренировки я часто захожу сюда попариться. Сейчас покажу. Вот так она выглядит. Все очень цивильно, аккуратно. Такие раковины здесь, душевые. И самое главное, это сауна. Вот она здесь. Вот там вот кто-то парится, походу. Вот. Не, никого нет, кстати. Посмотрим. Вот сауна. Температура такая прям неплохая здесь. Все это, кстати, включено в стоимость. Ни за что доплачивать не надо. Бассейн, тренажерный зал, сауна, баскетбольная, футбольная площадка. Единственное, что бильярд стоит денег, 20 реал в час. Это примерно $6. По ценам, по жилью, сколько я плачу, скажу в конце ролика. Также здесь еще есть барбершоп. Правда, цены кусаются.
Ну вот здесь на 4-м этаже есть барбершоп, они просят 70 реал, это где-то $20 за стрижку. Я стригусь прям в отеле, но получается нужно спуститься вниз, то есть на улице. Там барбершоп, и стоит он около там $12. И тренажерный зал, кстати, здесь разделен. Ну, девушки могут с парнями тренироваться, но есть для них отдельно вот ladies. А вот сам этот барбершоп, home cut. Сегодня жарко, но благо не влажно. Не ощущается эта жара очень сильно. Но я пойду искупнусь в бассейне. Немного освежусь. И спустимся с вами после этого вниз. Покажу зону ресепшена. Пройдем вокруг отеля. Покажу, какие здесь рестораны есть, магазины. Сейчас найду где-нибудь место под шезлонгом в тени, чтобы не сгореть. Офигенно, водичка прохладная, не успела еще хорошо прогреться. После жаркого солнца прям запрыгнуть в холодную воду. Вообще кайф. Вот так вот. Где-то раза 3-4 недели прихожу сюда, прохладительный напиточек и валяешься около бассейна после рабочего дня. Или перед рабочим днем. Кайф. Жду не дождусь, пока настанет зима. Когда настанет зима? Ноябрь-декабрь, будет так прохладно. Можно после басика сразу в сауну пропариться хорошенько. Водичка в бассейне будет холодная. Сразу в воду. Кайф просто. Ну что, я где-то минут 20-30 почилю, и с вами уже встретимся после этого. Кстати, ребят, кто смотрел последний ролик, я снимал обзор на новую Бэху X5. Как вам? Кто не смотрел, перейдите, посмотрите. И не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, это очень мотивирует. И оставляйте комментарии, что хотите, чтобы я для вас снял. Ваш фидбэк очень важен для меня. Не знаю, как чуваки тут работают, конечно. Плюс 40, они целый день на улице, правда под зонтом, но все равно. Такая прям
тяжелая, мне кажется, работа. В такую жару сидеть, наблюдать. Вроде как бы ничего не делаешь, но это еще больше убивает. Тем более в такую жару. Жесть вообще. Респект просто ребятам. Кстати, друзья, забыл вам показать, здесь также еще на территории есть детская площадка. Прям полноценная детская площадка. Там батуты стоят, всякое оборудование для детей. Вечером прям дофига там народу тусит. И еще здесь есть кафе, разные рестораны. Вот, допустим, спорт-кафе. Вот оно. Когда какие-то матчи тут проходят, собирается куча людей. Здесь кейтеринг приезжает. В общем, народ тусит, смотрит матч. Вот прям веселуха здесь такая. И еще здесь есть один ресторан. Там можно типа бафе, то есть шведский стол можно за 60 реал покушать. Сейчас зайдем туда, посмотрим, что там на ассортименте. Вот, кстати, детская площадка. Есть батуты, вот всякие горки для детей. Все это на территории отеля. Можно попрыгать, залезть сюда. Ну-ка. Ну, короче, прикольно, можно попрыгать. Ну-ка. Прикольно. Офигенно. Для детей вообще кайф. Она еще и крытая, то есть сделали прям крытую от солнца. Такие горки прикольные, там качели. Очень здорово. Сейчас залетим в ресторан. Там сейчас как раз, наверное, обеденное время. И посмотрим, что там есть в меню. В общем, поздно я пришел, уже завтрак закончился, они готовятся к обеду. Ну, в следующий раз я обязательно покажу, какое там меню. Я уже там обедал, и ужинал, и завтракал. Там обычная европейская еда, бывает азиатская. То есть разные кухни мира представлены, достаточно вкусно. Большой выбор всего. И стоит примерно $17. Так выглядит ресепшн. То есть как в обычном полноценном отеле. Все, есть ресепшн. Принимаем гостей. Сейчас выйдем на улицу. Покажу вам, что там на улице. При выходе сразу пальмы встречают. И вот такой вот офигенный вид. Сразу туда на небоскребы. Все там видно. Здесь народ тоже может посидеть, почилить, кто-то там курит, кто-то что-то прохладительные напитки пьет. И здесь же один из моих любимых ресторанов есть, Абажур, ресторан ливайской кухни. Я там часто заказываю еду. Там офигенный фалафель, кстати, на мой взгляд, лучший вообще в городе. И стоит он недорого, 13 реал. Вот. Там, кстати, с другой стороны еще с другой стороны этого отеля есть еще один супермаркет. Kmart называется. Там уже цены пониже, чем в том, который у меня был на 4-м этаже. Огромный просто отель, в общем. В общем, по ценам что? Видео уже подходит к концу, я расскажу, сколько я плачу. За номер я плачу $1230 в месяц. Раньше было дешевле, сейчас подорожало. Вот. Ну, оценивайте в комментариях, как вообще стоит оно того или нет. Как по мне, это недорого. Если разделить примерно в день, выходит, получается где-то $40.
вполне за эту цену ты получаешь бассейн, тренажерный зал, сауну, в общем, кайф. Интернет бесплатный, все включено. Вот. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Я буду снимать для вас больше. Всем пока!